Всем привет! С вами Елена и это канал «Вот бы мне». Друзья, это небольшое обновление новостей на тему назначения собеседования для победителей лотереи DV 2021. С каждым днем количество стран, которые наконец-то начинают назначать собеседование, увеличивается, и это очень хорошая тенденция. На сегодняшний день уже более 30 стран рассылают приглашения на интервью, и количество кейсов, которые готовы к собеседованиям, с каждым днем растет. Так, например, с прошлого выпуска появилась точная информация о начале назначения интервью в Грузии, Арабских Эмиратах, Камеруне, Тунисе и в Монголии. Кроме того, из этого списка видно, что несколько собеседований назначено в Италии и Китае, а ведь они попадают под запрет географической прокламации 10143, так что насколько точная эта информация, я пока сказать не могу, но думаю, в ближайшее время мы узнаем. Кроме уже готовых к интервью кейсов, каждый день появляются новые дела, имеющие транзитный статус, а это значит, что со дня на день они также будут доставлены в посольства разных стран, и люди получат письма с приглашениями на интервью. Пока что скорость движения не такая быстрая, как хотелось бы, и посольства во многих странах все еще не назначают собеседования. Но главное, движение идет, ситуация меняется в лучшую сторону ежедневно, и это очень хорошо. Кроме того, вчера двое счастливчиков уже прошли интервью и получили свои визы. Скорее всего, это те самые люди из Алжира, скриншот приглашения на собеседование которых я показывала в одном из предыдущих видео. Им было назначено собеседование на 11 марта, которое они успешно прошли. Надеюсь, скоро такие сообщения мы будем получать и из более близких для нас с вами стран. А еще вчера на сайте Госдепартамента Бюро консульских дел США в разделе визовых новостей появилось обновление. Министерство внутренних дел временно расширило сроки возможности выдачи неиммиграционных виз лицам, которые обращаются за ними повторно, без проведения собеседования с 24 до 48 месяцев. То есть, если вы подаетесь на тот же тип неиммиграционной визы, например, B1, B2, которая у вас уже была и закончилась менее чем 48 месяцев назад, получить такую визу вы сможете онлайн, без личного присутствия в посольстве. Такое решение предпринято для того, чтобы снизить риск передачи коронавируса другим заявителям и работникам посольств. Ознакомиться с этой инструкцией вы сможете по ссылке, которую я оставлю в описании. Несмотря на то, что такое решение напрямую не касается иммиграционных виз и поможет лишь небольшому количеству заявителей, мне кажется, это может сыграть на руку и нам, желающим получить иммиграционные визы. Такие действия в теории не только снизят риск заражения коронавирусом, но и, возможно, освободят время для проведения немного большего количества собеседований для победителей лотереи DV 2021. Ну и, собственно, выпустив такое распоряжение, Госдепартамент проявляет лояльность к вопросу проведения собеседований и ищет возможные пути ускорения работы. Скорее всего, дальше будет еще больше хороших обновлений и инструкций для работы посольств в разных странах, и дела пойдут еще лучше. На сегодня все, друзья. Я, как и раньше, буду держать вас в курсе событий и делиться всеми самыми важными новостями на тему лотереи Green Card и иммиграции в США максимально коротко и оперативно. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.